Привет! Сегодня я вам покажу, как я делала пенал. Шить его было быстро и просто, поэтому я подумала, что вам это может тоже пригодиться. Я не снимала подробное видео. Тот, кто умеет шить, должен справиться со строчками. Я просто хотела показать, из чего можно сделать пенал и какой порядок действий должен быть. Итак, я брала хлопковую ткань для пенала. Она не должна тянуться. Дублерин – это уплотняющая ткань, которую можно приклеить утюгом к другой ткани. На одной стороне дублерина находится сухой клей, который тает от высоких температур. Можно взять тонкий фетр, но это не обязательно. Еще нужна резинка, если вы хотите делать пенал с резинкой, нитки, косая бейка для отделки краев пенала и кнопки. Можно взять пришивные. Если вы собираетесь брать пенал куда-нибудь и боитесь, что вещи могут выпасть, можно сделать застежку на молнию. Итак, сначала я определяюсь с размером пенала. Я вырезаю дублерин такого размера. Никаких прибавок я не делаю. Дальше вырезаю ткань немного большего размера и приклеиваю к ней дублерин утюгом. Мой дублерин лучше всего приклеивается паром. Затем я вырезаю ткань по краю дублерина. У меня должны получиться две одинаковые детали. Одна будет лицевой стороной, а вторая внутренней. Для застежки я вырезаю полоску из косой бейки, складываю ее пополам и на одну сторону приклеиваю кусочек дублерина, отступив от края припуск на шов. Если вы хотите делать пенал для карандашей, то можно взять резинку шириной 5 мм. На пенале сделать отметки шириной 10 мм, а на резинке 15 мм. И пришить резинку к отметкам на пенале. Для других принадлежностей нужно отмерить на пенале их ширину, а на резинке их полуобхват. Если же вы хотите сделать пенал с кармашками, то нужно сложить ткань, загладить край и выкроить карман нужной высоты. Для красоты я обшила край кармана косой бейкой. К лицевой части пенала я пришила застежку, приделала кнопку и пришила косую бейку для украшения. Ко внутренней части пенала я пришила карман и разделила его швами на части по 4 см и 2 см. Затем я сложила обе части изнанкой вовнутрь и сшила их зигзагом. Для пенала с карандашами я положила еще вовнутрь прослойку из фетра, чтобы он был помягче, но фетр добавил ему больше веса. Дальше я обработала край косой бейкой, и все, мой пенал готов. Надеюсь, вам понравилась моя идея. Если да, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и встретимся в следующем видео. Пока!